Если тебе нравится что-то крафтить и видеть результат своей работы, игры про кузнечное дело хорошо тебе подойдут. Здесь ты не просто собираешь ресурсы, а реально создаешь оружие и снаряжение. С каждым разом будешь делать все лучше, быстрее и качественнее. Вот тебе 5 проектов, где можно почувствовать себя настоящим кузнецом. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Blacksmith Master. Симулятор управления кузницей, в котором ты берешь под контроль весь производственный цикл создания, от добычи ресурсов до продажи готовых изделий. Ты начинаешь свой путь с небольшой мастерской, но постепенно можешь расширять кузницу, строить новые этажи и открывать продвинутые технологии. Важно не только производить, но и эффективно управлять ресурсами и персоналом. Одна из ключевых особенностей – настройка цепочки производства. Сначала добыча, шахтеры и лесорубы, затем плавка металла, после ковка и сборка изделий. Каждый этап можно оптимизировать, улучшать и автоматизировать за счет найма работников и развития твоего дела. В игре есть все, что может создать кузнец. Оружие, доспехи, инструменты, кухонная утварь и даже украшения. Разные товары требуют разных ресурсов и времени на изготовление, а также приносят разную прибыль и влияют на репутацию. Также каждый работник имеет свои навыки и специализацию. Ты можешь развивать их, превращая в универсалов или узких специалистов. Помимо распределения ролей сотрудников, нужно грамотно размещать оборудование, зоны производства и торговли, чтобы ускорять процессы и повышать доход. Интересный факт. Игра одновременно расслабляет и заставляет продумывать сложные производственные цепочки, как в серьезных менеджмент-играх уровня Factorio. Добавлены этапы нагрева, ковки и охлаждения, чтобы ты учился на практике. Из инсайда. Часть механик вводилась после демо, потому что игроки просили больше контроля над процессом. Medieval Crafter Blacksmith. Это симулятор кузнечного дела с элементами RPG и тайм-менеджмента, где ты развиваешь собственную кузницу в фэнтезийном мире. В отличие от более реалистичных игр про производство, здесь важную роль играет магия, приключения и контакт с живым миром. Предстоит пройти путь от начинающего мастера до легендарного кузнеца. При этом необходимо грамотно управлять временем и ресурсами, чтобы успевать развивать мастерскую и выполнять задания. Добывай ресурсы, обрабатывай, создавай предмет поударно и выполняй заказы. Основной фишкой игры является сочетание ремесла и RPG. Ты можешь не только создавать оружие и броню, но и зачаровывать их с помощью магических камней и свитков. Это позволяет делать уникальные предметы с особыми свойствами. Тебе предстоит спускаться в шахты за редкими ресурсами, улучшать добычу и открывать новые материалы. Также можно развивать мастерскую, улучшать оборудование и расширять возможности производства. Ты не одинок. Можно нанимать персонажей, экипировать их своим оружием и отправлять в приключения. Их успех напрямую зависит от качества снаряжения, что связывает крафт с прогрессом. Интересный факт. В игре есть цикл день-ночь, ограниченные ресурсы и множество задач заставляют правильно распределять действия между добычей, крафтом и заказами. Также Dev добавили систему героев и миссий уже позже, чтобы связать крафт с прогрессом и дать смысл созданным предметам. Medieval Blacksmith. Это симулятор кузнеца с сильным упором на сюжет, причем местами довольно абсурдный. В отличие от многих других игр про кузнечное дело, с целью больше сделай, дороже продай, здесь есть последствия твоих решений. Ты играешь за кузнеца, попаданца с амнезией, который начинает путь с разрушенной мастерской и постепенно развивает навыки, создает оружие и зарабатывает репутацию, влияя на жизнь городка. Основной геймплей строится вокруг создания оружия. Ты можешь ковать различные их виды, от кинжалов до копий и двуручных мечей. При этом важно учитывать материалы, баланс, центр тяжести и свойства оружия, что напрямую влияет на его стоимость и ранг. Ключевая особенность игры – твое влияние на сюжет. Каждый клиент приходит со своей историей. Созданное тобой оружие может повлиять на исход, помочь персонажу победить, выжить или наоборот привести к гибели. Нужно учитывать, против кого будет использоваться оружие, и подбирать подходящие материалы и типы снаряжения. Также присутствуют элементы RPG. Ты взаимодействуешь с жителями города, принимаешь решения и выбираешь, на чьей ты стороне. Мир реагирует на твои действия, а репутация открывает новые возможности сюжета. Интересный факт. В дев-описаниях акцент делается на том, что игра сочетает ремесло и грязный реализм, включая напитки с градусом, жестокость и бытовую сторону жизни средневекового мастера. На ранних этапах разработчик активно искал консультации у разных кузнецов, потому что не имел опыта в кузнечном деле и хотел сделать механику более правдоподобной. Fantasy Blacksmith. Здесь тебе предстоит создавать оружие с нуля, экспериментировать с материалами и постепенно развивать свою кузнечную мастерскую. Ты начинаешь как бедный и неопытный кузнец, но со временем набираешься опыта, улучшаешь навыки и оборудование, чтобы создавать все более сложные и дорогие мечи. Основной упор игры сделан на сам процесс ковки и кастомизации оружия. Ключевая особенность – глубокая система создания мечей. Каждое оружие состоит из нескольких частей – лезвие, гарда, рукоять, навершие, а также разных материалов. Комбинируя их, можно создавать огромное количество уникальных шедевров. Процесс ковки тут реализован вручную. Нужно нагревать металл, следить за температурой и формировать лезвие ударами молота. Если металл остынет, придется нагревать заново, что добавляет реализма. В игре есть алхимия и магия,
магия. Можно создавать дамасские узоры, использовать зелья и руны для наложения эффектов на клинки. Это позволяет превращать обычные мечи в магические артефакты. Ты можешь добывать руду, плавить металлы и создавать новые сплавы, включая редкие и фантастические материалы вроде мифрила. Для разнообразия есть мини-игры, торговля, взаимодействие с клиентами и возможность продавать оружие по разным ценам или рисковать ради большой прибыли. Интересный факт. Разработчики заявляют, что благодаря комбинациям деталей и материалов в игре можно создать миллиарды уникальных мечей, что делает каждое оружие по-настоящему уникальным. Игра не стремится к полной реалистичности. Это скорее игровая фантазия кузницы, где упор сделан на визуал и интерактив. И главный кайф от этого — наблюдать за процессом и результатом. Blade Song. Это продвинутый симулятор кузнеца, сосредоточенный на глубокой и максимально гибкой системе создания мечей. Игра сочетает ремесло, сюжет и элементы РПГ в мрачном фэнтезийном мире. Ты играешь за кузнеца в крепости Эренкип, одном из последних оплотов цивилизации. Твоя задача — создавать оружие для разных клиентов: воинов, наемников и знати, учитывая их требования к балансу, форме и характеристикам клинка. Ты не просто собираешь меч из готовых частей, а формируешь клинок вручную, настраивая его форму, изгиб и детали. Это дает огромный выбор в том, какое оружие ты хотел бы создать в собственном дизайне. В игре доступна большая библиотека элементов, более 150 деталей мечей, десятки материалов: металл, кожа, дерево, обсидиан и другие, а также гравировки и декоративные элементы. Будь внимательным к деталям заказов. Каждый клиент предъявляет конкретные требования, и тебе нужно точно балансировать характеристики оружия, чтобы удовлетворить их ожидания и получить награду. Помимо кузнечного дела, в игре есть сюжет. Ты исследуешь крепость, взаимодействуешь с фракциями и персонажами, а также постепенно раскрываешь тайну исчезновения предыдущего кузнеца. Ну а если не хочется заморачиваться над сюжеткой, есть творческий режим. В нем можно ковать без ограничений, экспериментировать с дизайнами и даже экспортировать созданные мечи в формате STL для 3D-печати. Интересный факт. Игроки уже создали более миллиона уникальных мечей, а благодаря гибкой системе кастомизации практически невозможно встретить два одинаковых клинка. Разработчики изначально делали упор на механику ковки, но позже добавили полноценную историю и признавались, что команда маленькая и многие идеи упираются в ограниченные ресурсы. Ну что, кузнец молодец. Если захотелось поиграть в какую-нибудь игру из списка, то моя миссия выполнена. А ты обязательно делись в комментариях, в какой игре, по твоему мнению, кузнечное дело реализовано круче всего. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.